Совершенно случайно в Лондон-Бридж я познакомилась с очаровательной Светланой и ее супругом. И вот мы сейчас уже на крыше дома жарим шашлык. Кофту. Пока еще не жарим, да, но Раз- мы разжигаем огонь. Огонь, да. Да. Мужа, к сожалению, нету. Вон там вот очаровательная доченька, 6,5 лет ей, мы уже познакомились. Так, Виктория, мы сейчас будем мариновать овощи. Да? Да. Я вроде бы блогер, оператор. Не будешь помогать? Я же должна снимать хозяйку. Ладно, тогда Маркус вперед тебе тогда за маму. Будешь помогать? У меня нож есть Боже большой мой. и опасный. Маркус, помогай. Так, ну что, Маркус, мы можем здесь место освободить, чтобы тебе было удобно. Слушай, вы прям такая хозяйственная. Это у вас Конечно. какой-то лимонад такой, да? Да, я сделала 2 лимонада. Здесь мята, лимон, имбирь, мед. А здесь розмарин, имбирь, ну, поострее такой. Что там еще у меня? Так, ну что, идите помогать, будете Знаете, что сейчас самое сидеть. интересное вообще, Помощник. Светлана? Да. Самое интересное, что мы когда с вами назначили встречу, я аж потом поняла, что моя встреча выпала на мой день рождения. Сегодня? Сегодня. И друзья мне пишут, говорит, Виктория, как с тобой увидеться? Я говорю, я себе устроила работу. Серьезно? Сегодня день Да. Так что вы для меня, вы для меня вообще подарок, получается, вот это все устроили. Все для тебя сегодня, все для тебя, в общем, с днем Спасибо. рождения. Пусть твоя жизнь будет изобильной, интересной, наполненной добром, любовью и счастьем. Спасибо. Так что Это сюрприз. да. Вот помогай. Так, держи нож. Большой или маленький? Видишь, Какой Светлана хочешь? тебя учит. Так может я не буду готовить, дети приготовят все. В принципе, конечно. тоже вариант. Значит, смотрите, что нужно делать. Да, пока уберем тарелку. Супер. Тебе досточка, держи. Нужно наполовинку разрезать гриб. Давайте. Вот прям наполовинку, ровно посередине. Вот так, молодец. Какой ножик? Где вы такой ножик купили? Классно. Best way. Вот. Я всегда И вот знала- сюда складывайте. Вот сюда. Давайте. Я всегда знала, что самые лучшие в Бествее. Я Маркус, только там. Я аккуратно, иногда в Маркус. Карфур. Вот вчера мне Карфур как раз и подвел с курицей. Ну, бывает. Да. Бывает. А согласна, что там Аккуратненько. такое качество, прям хорошенькое? Best way это самый лучший супермаркет. Туда приходишь. Вот мы рекламу сделали. Да, все тебе упакуют, сложат, мне помогают ребята даже до такси все, такси поймать помогают, то есть я с сумками не ношусь, а у меня их всегда очень много. Да. То есть я быстрее мне все сделали, взяли, ну копеечку заплатишь, там, ну 20-30 фунтов, Да. мелочь. Да. Сюда приехала, также ребята, все помогли, домой занесли. Так, это, наверное, не надо, вот это режь, вот это. Это как? Тоже на Вот так вот? половинку сначала, да, вот так аккуратненько. Угу. Какие молодцы, боже Умнички мой. какие, помощники. Молодец. И еще наполовинку. Теперь вот так вот. Получается, вот ровно посерединке. Ага. Так, а так получается? Боже мой, Бросай. какие детки. Да, Вот помощница у мамы. Скоро мама будет отдыхать, а доченька будет готовить. А она у меня и в магазин ходит, Да? вот наш, да. Она у меня вообще помощник, может и по дому помочь, игрушки убирают. Слушайте, я вот сейчас делаю вообще рекламу тому, что Да, еще? женщина... Шикарно, когда женщина сидит дома. Вот что вы скажете? Такая фраза, знаешь, сидит. Она Ну, не да. сидит, к сожалению. Может, к счастью, она не сидит. Ну, Женщина дома, это прежде всего должен быть выбор. Это очень важный момент. Это выбор. Потому что это работа. Хоть и говорят, там сидит. Просто когда сидит, кажется, что ничего не делает. ну Вот. понятно. А на самом деле это незаметная работа, это труд, Да. это огромное количество усилий, которое не финансово оплачивается, а она оплачивается любовью, доверием. Давайте каждый понемножечку польет. Ты поливаешь чуть-чуть, Ну да. оставляешь Маркус, и он вот так кругом, везде так вот прям. А, вот соль, да? Вот Ой. так, полила. Ой, Теперь молодец. Маркусу давай, он тоже польет. Боже мой. Так, Маркус, давай. Кулинарные эксперименты по всей мисочке. Там чесночок, соевый соус, оливковое масло, специи. Это будет очень вкусно. Ну вы смотрите, почему люди в Хургаде любят крыши. Так, овощи. Потому что вы можете обедать, завтракать, ужинать и смотреть на вот эту красоту. Ну а вечером, я так предполагаю, вон в той части
в той части будет закат. Представляете, пить чай, кофе и любоваться закатом. Вы можете представить? О, самолет летит! Марко, смотри! Манюнь! Смотри, смотри! Набирает высоту. Вот эти специи вы добавляете в овощи, правильно? Да, великолепная тройка. Кориандр, кумин и паприка. И что еще? Оливковое масло, соевый соус и еще можно немножко горчицы дижонской. Но сегодня без нее. Соль. Немножко соли. Соли. Так, дорогие Масло подписчики. еще, прости тебя, это масло. Посмотри, какое у нас масло вкусное. А что за масло? Это греческое. Это вы где покупали? Сразу Это только в Бествей. Я Оливковое масло только в Бествей хорошее. Есть еще коловита, называется, итальянское. Вот. Коловита, да? Да, оно просто супер. А здесь мне понравилась бутылка, я почитала, все хорошо. Кислотность правильная, вкус потрясающий. Слушайте, это к тому, Светлана, что оливковое же масло тоже разного качества, правда? Вот это самое лучшее. Быстрее. Коловита. И там еще есть Илиада, другие. Ну, в общем, надо читать этикетки. Египетское масло оливковое мне не нравится. Вот как раз оно не очень хорошее. Ну да, ну какое-то такое непонятное, правда? Непонятно. А как-то я даже еще в самом начале купила бутылку. Вроде оно было такое самое дорогое из египетских. Там был кусок стекла внутри. Вот тут выливаю, и кусок стекла вываливается. Это, вау, это очень опасно. А где ваш муж? То есть он периодически уезжает, приезжает? Да, он приезжает, он уезжает, то есть он так, там, здесь, месяц здесь, как вахта, можно сказать. Я считаю, идеально для семейной жизни. Да. Мы уже вместе 23 года. Да вы что? Да, поэтому это такой новый интересный опыт. Это вы познакомились совсем юные, да? Да, мне было 18, 19 уже замуж вышла. Класс, шикарно. Шикарно, очень интересно. Вот живем. Сейчас в Египте. Но вы счастливы здесь? Я здесь, потому что я хочу быть здесь. То есть это мой выбор в моей душе. Я обожаю Египет. Для меня Египет это большое открытие в моей жизни. И мое состояние, которое я здесь испытываю, ощущение себя такой настоящей жизни. Здесь очень хорошо с детьми. Здесь великолепно жить с детьми. Если бы я раньше знала, как тут хорошо. Мы первый год приехали. Мы приехали вообще просто отдохнуть всей семьей. Приехали на зиму, получается. Сразу приехали в Сахар-Хашиш. Я до этого никогда не была в Египте. Выбрала сама как-то так интуитивно в интернете. Информации было очень мало тогда, это 21 год. Информации было мало про Сахар. И я его нашла, выбрала, мы приехали. И все, и на год. И вместо зимы на год. Я год жила в Сахар-Хашише. Хургаду я боялась, признаюсь. Я когда в Хургаду приехала, мне вообще страшно было. Так еще получилось, что мы приехали в пятницу, прям в молитву. Вышли из такси, никого нет. Улицы пустые. Что-то было, не помню, какая это была улица. Так вот. И раз, со всех сторон идут мужчины толпами, только мужчины, женщин нет. А я еще там юбочка, блузочка. Вот, мужчины со всех сторон идут в платьях. И у меня такой был шок, куда я попала? И скорее спрятаться, за мужа схватилась. Говорю, поехали обратно в Сахар-Хашиш. Ну и, конечно же, вообще сам контраст Египта. Дети босиком, сейчас, подожди, дочь. Дети босиком на помойках, женщины, мусор. У меня был культурный шок, как у всех, кто сюда приезжает. Поэтому я не рассматривала жизнь в Хургаде. Вот, я первый год жила в Сахле. А там ты живешь, ощущение, что ты, в принципе, не совсем в Египте, потому что даже нет мечети. Там нет азана. Там чисто, красиво, по-европейски. Немножечко даже, я бы сказала, не сказать, что не натурально. Натурально. Это любовь более искусственная, по-моему. Хотя я тоже ее люблю. И вот год, пожив в Сахар-Хашише, я уже начала присматриваться к Хургаде, потому что у меня появились друзья, знакомые. Я хотела понять, почему они все сюда едут, почему все не живут в Сахар-Хашише. И потом вот так вот уже приехала, говорю, в Эльдору в гости. Увидела, такая, вау, я бы здесь пожила, да. Здесь хорошо, здесь очень мило, здесь тихо. А вы до этого где жили?
я сама с Северного Кавказа, из Адыгеи. Я там прожила 16 лет, потом я уехала, училась в Краснодаре несколько лет и уже вышла замуж, уехала в Москву. В Москве прожила 18 лет. А с мужем где познакомились? На родине, он тоже из Майкопа, из Адыгеи. Да? Да, мы там. Он на каникулы приехал, я на каникулы приехала с Краснодара. Познакомились и все, и больше не расставались. Класс. Я так люблю всякие вот такие истории любовные, которые вот с хорошим концом, ну, прям обожаю. Мне так почему-то хорошо на душе становится. У нас еще семья интернациональная. У меня муж, он адыгеец, он кавказский мужчина. И когда мы всем нашим близким объявили, что мы собираемся создавать семью, это, конечно, было очень все переживательно для всех, конечно. Конечно, переживательно, много было вопросов, много было разговоров, куда ты, тебе 19 лет, такие браки долго не живут, ну, понятно, да. Класс. Поищи среди наших, а ему среди ваших, да, ну, то есть вот эти все разговоры, наша любовь, она подвергалась таким испытаниям, можно сказать, но любовь на то и любовь, что она все переживет. Мы уехали жить в Москву, ну, он там учился, забрал меня. Жили мы 18 лет, 3 детей родили, дом построили, как дерево не посадили только вот, кстати, там мы сажали деревья. И приехали сюда отдохнуть. Вот приехали. Классно. И остались. Я осталась. Это такое место уникальное. Его нужно принять. Его нужно принять полностью. И все свои эмоции, которые возникают, когда ты все это видишь. И когда ты принимаешь Хургаду, ты осознаешь, что вот эта жизнь без прикрас, вот такая жизнь, она на самом деле вот такая. И есть дети, которые по помойкам лазят, и богатые, которые в Ильгуне на мерседесах разъезжают. Да? Все это есть, и всем тут хорошо. Это самый главный момент. Всем хорошо. Легкость бытия и принятие этой жизни. Поэтому я очень люблю это место, очень спокойно. А Египет учит расслабляться и замедляться. А это то, что нужно женщинам прежде всего, потому что женщины всегда бегут, многозадачные. Если взять любой большой город, то мы видим, что вообще происходит с женщинами. А здесь ты замедляешься под пальмой, с чашечкой каркаде. Кстати, у меня каркаде есть горячий, если хочешь. Да? Каркаде — это же часть Египта обязательно. Супер. У меня вот эти чашечки, которые тебе понравились, прозрачные, они, сейчас покажем, они как раз для того, чтобы каркаде пить. Да. Каркаде же какой красивый. Хочу. Сейчас я тебе налью. И еще очень важный момент, я узнала, это давно, еще, наверное, в детстве бабушка мне рассказала, что если ты горячий каркаде пьешь, то у тебя давление повышается, а если холодный, то понижается. За Египет. Да. Успеть пожить. Успеть пожить. Замедлиться, расслабиться, вот этого насладиться солнцем. Ты уже здесь. Прочувствуй вот энергетику этого места. Замедлись, к морю подойди, зайди в море, босиком пройдись. Когда устану, я очень сильно устаю, если вдруг я еду на пляж. Босиком прошлась, полежала на песке, обязательно на земле. На земле. Да, зашла в море, все, обновленная Афродита. Класс. Спасибо большое за такой прекрасный день. Молодец, что приехала. Спасибо большое. Он такой кисленький. Вот по утрам его Вообще. пить целый ритуал. Да. Кисленький каркаде, просыпаешься. Солнышко. Вы кофе не пьете? А у меня есть кофе, кстати. Самый лучший в Хургаде. Да. Сейчас мы тут все разложим. Да, Марку, знаешь, что мне нужно? Вместе с Аделиной принесите из холодильника кёфту, 2 пачки. Я все пожарю. Давай. Видишь, как ребенок сразу ожил. Будем жарить, а то мы что тут сидим, разговариваем. Да. Маркус помогает, любит. Получается, это ваша собственная крыша, да? Ну, собственная, да. Ну, а вот больше же никто не может зайти на нее? Нет, никто не может. Шикарно.
Так, Молодцы. Вам я, нравится, ты как- знаешь, Ага, прости, перебила, когда мы год прожили в Египте, мы уехали в Турцию. Я в Турции еще, мы еще в Турции жили. Мгм. Почему я так уверенно говорю, что я выбираю Египет, он мне очень нравится. Две только, две, еще там вторая должна быть такая же. И ты мне эту оставь и еще принеси, ладно? Так, и дверь закрывай. Что я говорила? Про Мы Турцию. жили в Турции 8 месяцев, мы там жили, ну как раз застали то время, когда землетрясение это страшное случилось. Я прочувствовала турецкий вайб после Египта, и в какой-то момент я просто утром встала в 4 утра, разбудила мужа, говорю, покупай билеты, я хочу в Египет, я не могу здесь больше находиться, все, не могу, мне не нравится. Прекрасно горы, прекрасная зелень, прекрасные каньоны, реки. Море Средиземное, понятное дело, нет. Красное самое лучшее. И я собрала чемоданы, детей, прилетела в Хургаду, уже не в Сахаль. Я вышла из самолета, вот так вдохнула, я дома. Ощущение дома Египет дает. Я дома и безумно счастливая. Приехала сюда. И мы, кстати, в прошлом году выезжали в Стамбул, тоже с семьей отдыхали. И Стамбул такой весь яркий, изобильный, еда, люди, движение, красота, все это есть. Я еще так в душе подумала, ой, сейчас вернусь, наверное, в Хургаду, и будет у меня какое-то такое вот разочарование, может быть, вот после всей этой культурной программы. Сейчас, доченька. Я возвращаюсь из Стамбула, еду по этим улицам, смотрю из такси на недострой, на наши пальмы, и думаю, нет, это самое лучшее место. Класс. Какая Турция? Нет. Ну, я Турцию люблю, все отлично, можно приехать, отдохнуть и уехать. Но жить нет. Жить здесь. Ну вот я там жила 2 месяца в Анталии, но там вот влажный климат, я летом сбежала. Да, влажность. Люди другие, совсем люди там. Здесь люди простые, добрые. Даже когда они тебя пытаются обмануть, ты это видишь. Отношение к женщинам какое здесь хорошее. Согласна? Да. Хорошие здесь отношения. Вот. И ты здесь не боишься сказать нет, да, то есть вот если мужчина, я просто сама с Кавказа, мы там все такие кроткие, а здесь ты можешь спокойно мужчине сказать, что сделать, помочь. Да, Он они не контактные. скажет, что ты сказала там, да, вот что ты там сказала, да, вот как в Сочи я была несколько лет назад, боже, как было страшно мне. Ну. Подожди-ка, было мне страшно вот из этого отношения, что ты не так посмотришь, а таксист уже бежит. Ну, не на меня, но я просто была свидетелем того, как мужчина может реагировать. А здесь, мне кажется, даже если прикрикнуть ничего не будет. Вот я так уже утрирую. Да. Положительно. В каком бы ты ни было виде, ты привлекательна, ты это чувствуешь. И наши женщины любят здесь как раз таки Египет тоже из-за этого. Здесь есть внимание такое достойное. Ну, как ты себя покажешь, конечно же. От женщины тоже многое зависит. Да. Ну, не будем, наверное, об этом. Ну Будем да. жарить, я думаю. Да. Идем Так. жарить. Да, мы будем сейчас жарить. Я обещала тебе курицу. Но я рада. Но мы в Египте, поэтому А Египет волшебная страна. она очень волшебная. Ты планируешь одно, происходит другое. И ты рад. При этом ты рад, ты спокоен. А у тебя, как я называю, египетский дзен. Да. Ты находишься в египетском дзене. Поэтому ты что делаешь? Выбираешь что-то другое. Вот как вчера я в магазине. Курицы не было, взяли кёфту. Это такие мясные колбаски из говядины и баранины. Готовые, с да? луком. Сейчас, ну А да, это уже вы где покупали? это в Карфуре я беру. Класс. Маркус, хочешь? Биф, именно это биф кофта. Биф кофта, да? Это в отделе заморозок, да? Да, да. Класс. А там ничего. Это здесь было или вы покупали вот эти гриль? Нет, это все тут было. Класс. Вот они это любят, молодцы. Все было.
Ну что, приступим? Марконечка, Я смотри. тебе сказала, что в первый раз. Мы Да? сейчас будем Вот экспериментировать. Я видишь? никогда не жарила. Ага. Класс. Так, сейчас Класс. поставим. Дорогие мужчины, вот когда мы справляемся с такими заданиями, я вдохновляю ментально, но Светлане приходится уже по-настоящему это делать. Я уже О, умею класс. готовить. Ну, курица, а то у меня набита рука, шашлык. Я делала рыбу, бури брала. Я делаю Класс. детям периодически, покупаю тоже у них же в Карфуре такие, знаешь, для гамбургеров, Мгм. котлетки, очень тоже вкусные. Смотри, что я несу. Боже мой! Дети приготовили сами. Какая вкуснятина! Маркус, смотри, смотри, будешь дома готовить. Это ты делала, помнишь? Ты представляешь? Аделинка Ой, и ты. какая Аделина. А как правильно, Адель или Аделина? Полное имя Аделина. Красивая. Ну, Первый раз совершенно, да, встречаю. Вот всё. такую вкусноту дети сделали. Маркус, смотри. Представляешь, вот так вот будем дома готовить. Так, Хорошо? Ну, у нас гриба нету. У нас чего нету? Гриба. Гриб купим. Просто мы никогда не покупали. Мы купим гриб. Я знаю. еще немножко и будем кушать. Пахнет уже, ну. Да, уже очень вкусно пахнет. По-моему, это будет очень вкусно. Ой, так быстро зажарилась. Я даже не ожидала. Вот у нас наша кофта. Вот у нас наши овощи, которые дети приготовили, да? Замариновали. Он кушает все у тебя? Да. Грибочки, все есть. Угу. Болгарский перчик. Маркус, приятного аппетита. Держи. Оливки попробуй. Да. Египетские. Оливки. Смотрите, какое у меня блюдо, обед. Шикарное кофе. Или это шикарный кофе? Он, да? А сейчас разрешают говорить и он, и оно. Да. Уже разрешают несколько лет как. Так Класс. что, как хочешь, говори. Слушай, такой красивый, даже боюсь мешать все. Ой. Ой. Или я неправильно сделала, что помешала? Все правильно, там на дне кокосовое молоко как раз. Если хочешь, сахар есть. Про Египет хочется еще сказать про него, что он подходит тем, кто надышался спешкой, как мы, например, как я после Москвы. Когда ты куда-то гонишься, ты постоянно в таком, даже с детьми, расписание, кружки какие-то, ты несешься в бешеном ритме. Ты не живешь, ты там загораешь. И здесь ты замедляешься неспешно под солнышком. Дети на свежем воздухе, море, друзья, очень много друзей, интересных людей. Из-за этого я тоже люблю Египет. И люди какие, вот про людей хотели, да, поговорить. Меня очень впечатляет то, что египтяне полиглоты. Я не знаю, как ты вот встретилась, Да. ты заметила, да? Да. Они могут знать по 5-6 языков, да, где-то бегло, какой-нибудь там польский, не самый известный, да, язык, английский, немецкий, арабский, понятно, да, русский язык. Они прекрасно говорят на русском без акцента практически. Украинский, потом что у нас еще, я слышала здесь, это уже 5, итальянский, французский. Вот ты представляешь, и они открыты, у них как-то, видимо, устроен, не знаю, мозг, они легко схватывают. Дружелюбные, очень дружелюбные, милые женщины, пожилые женщины, какие здесь милые. Я тебе рассказывала, что они могут и дорогу уступить. Да. Это вообще меня про как это? Как это пожилой человек, он тебя приветствует, он пропускает тебя, он говорит, как ваш день, как ваши дела. Но это вот их приветствие нас в их стране. Да, они уважают туристов, они уважают приезжих. Они рады нам, дети очень открыты, дети бегут, кто-то просится фотографироваться, кто-то просто познакомиться. И с таким искренним трепетом, с такими открытыми глазами, что ты волей-неволей сидишь, весь сдержанный, но ты начинаешь таять и тоже улыбаться. Не все улыбаются. А если ты грустный, вот я вчера немного подустала, там пока продукты мы бегали, покупали с Аделинкой. Я подхожу, мне нужно было купить масло черного тмина для моей подруги. И он, вы такая грустная. Чего такая грустная?
Причем это без какого-то контекста было, да, это просто по-человечески. Говорю, да вы знаете, я просто сегодня не спала и вот тут бегала за продуктами, немного устала. Он говорит, я сейчас подниму настроение вам. Достает банку меда из черного тмина и говорит, это лучший мед, природный антибиотик с черным тмином. Достает мне ложку такую прям жирную, набирает, мне ее сует, потом ребенку и себе. В общем, 3 ложки раздал меда. Говорит, это для вашего иммунитета и для настроения. И я действительно взбодрилась, мне так приятно было, я уже с другим настроением шла домой. Представляешь, как это все происходит здесь, под солнышком? Да. Я своему знакомому недавно пишу, типа, как дела, давно не виделись, говорю, что-то мне так грустно. А у нас просто деловые отношения там были такие, буквально там мы там пересекались в делах 2-3 раза. Мгм. А он, знаешь, что мне написал? Не переживай, завтра встретимся, я тебя обниму. Вот Так вот он частичку думал, любви человеческой да. даст. Да. Что он может мне предложить? Я вот такая там бегаю, как вроде бы все сама могу. Да. Ну, наверное, нежность точно нужна. И мне так было приятно. Я весь день улыбалась, думаю, надо же такое придумать. Потому что на следующий день у меня уже настроение улучшилось. Но я это буду всю жизнь помнить, потому что это было очень искренне. Многие боятся Африку, Египет, боятся. Ну, кто здесь не был, кто смотрит там телевизор и верит тому, что рассказывают, да, они боятся. Здесь настолько безопасно, что мы действительно можем спокойно детей отправлять гулять. Тот же Каусер. Приезжаешь, наши дети на роликах, на великах разного возраста гуляют. У меня вообще последний раз было ощущение, что я в России, но в том плане, что я везде вижу русскоговорящих людей. Дети, взрослые. Так вот, безопасность, да. Детей здесь любят, особенно иностранных детей, очень внимательно, всегда тоже с любовью. Что-нибудь там могут дать. Искренне, финик, какую-то конфетку. Очень щедрые в этом вопросе. Русские школы есть, украинская школа есть, немецкая, американские. Все здесь для детей есть. Без фанатизма, понимаешь? Я не считаю, что детей нужно нагружать, как это делают обычно вот у нас, да, там ребенок без продыха живет, Ой, это жесть. детства нету, и детство и так такое короткое. Дать ребенку побездельничать, побегать, поиграть. Здесь благодать. Кто-то просто жалуется, вот тут мало кружков. Достаточно здесь кружков. Кому надо, Да. просто кикбоксинг, там карате, шахматы. Наши ребята как собираются, ты видела? И кино вместе смотрят, настольные игры играют вместе. И дети, и взрослые. То есть, в принципе, при желании, если там ты экстраверт, тебе хочется пообщаться, вперед. Футбол, Всё плавание, есть. Футбол, теннис. теннис есть, все есть. Все есть тут на самом деле. Кайт. В общем, на самом деле все есть, просто нужно понимать, что ребенка не надо сильно нагружать. Ну, не надо. Не надо. Не надо. Пусть наслаждается детством, Да. беззаботностью вот этой, общением со сверстниками, прогулками. Вот что бы ты пожелала людям, скажем, которым не очень хорошо жить в наших странах? Знаешь, вот хочется что-то менять, ну, несчастливый человек. Ну, хочется, чтобы люди, которые поймали себя в точке, что несчастливы, да, они, надо подойти к зеркалу, посмотреть на себя, поздороваться с собой, как бы это странно ни выглядело, посмотреть на себя и начать что-то менять вот с собой, что-то делать, что-то спросить себя, если бы у меня было бы все, вот все, там пусть будут все деньги мира, что бы я сейчас хотела сделать, чтобы для себя, и вот подумать на эту тему. Сразу не ответишь, нужно будет подумать. То же самое касается людей семейных. Если у тебя есть семья, и ты несчастлив, например, да, что тоже бывает, нужно заниматься своей семьей, просто развернуться к ней, вот как к себе, развернуться к зеркалу, да, заняться своей жизнью, так и в семью развернуться. Не туда куда-то искать внешние обстоятельства, которые сделают меня счастливым. Нет, все вот здесь оно находится, и вот здесь оно находится. Менять свою жизнь маленькими шагами, маленькими привычками, изменением своей жизни к лучшему. Но главное прям сказать, я хочу быть счастливой. Я хочу быть счастливой. И можете
сказать это. Вслух. Да. И могут переехать в Египет, да? А это может быть очень непросто, если ты Да. несчастный, куда бы ты ни уехал, ты Ага. везде с собой везешь себя. Ага, Понимаешь, точно, ты точно. везде с собой приедешь. Ты приедешь в Египет и также будешь кукситься. И говорить, фу, грязь, там еще кто-то там. И притягивать к себе подобных людей. Как только ты что-то поменяешь, вот все, что есть в моей жизни, то, как я себя чувствую, ощущаю, это дело моих рук и моих мыслей. Вот как я думаю, так я и живу. Если я живу как-то так, мне не нравится, ну извини, это у тебя в голове. Да, Начни да. менять мысли в голове. Книжки какие-то читать, что-то делать, смотреть красивое, перестать напитывать себя плохой едой, плохой информацией. Замечать что-то хорошее в этом дне. Столько Да. сейчас инструментов, Вик. Много, действительно. Если тебе плохо, начни вести дневник, начни писать. Вот есть mindfulness, такая практика, когда ты утром просыпаешься, еще не успел проснуться, 5 страниц выпиши, вот все, что в голове, просто выгрузи. Потом, перед сном, практика благодарности. 3 благодарности за день. Вот ты просто сидишь вот вечером, даже с детьми это очень полезно. Вот ты перед сном подошла к ребенку и спрашиваешь, а что у тебя сегодня было хорошего? 3 вещи скажи мне. И он начинает анализировать, вот это произошло, вот это. Мозг же обесценивает все быстро. Произошло. И что происходит? Ребенок это озвучил, он это как бы присвоил себе и сформировал позитивное мышление. Такая привычка. Да, да. Что мы забываем? Вот у Да. тебя сегодня утром что было хорошего? Ты сейчас можешь вспомнить? Осознание того, что я еду к вам с новым микрофоном, меня сделало счастливым сразу же. Супер. Вот, представляешь, один человек сделал поступок безвозмездно. Да. И столько радости, столько благодарности. Ветер, Да. это ветер наш любимый Курганинский, который нас саму даже жару освежает. Да, да, не дает нам. Переворачивать стаканы, тут все. Алексей, спасибо вам большое. Я вот похвасталась Светлане. Большой молодец. Сделать женщину такой счастливой. Да, Дарите женщинам подарки, мужчины. точно, точно, точно. Даже мелочь какую-нибудь, внимание, слово, да, я тебя приду, обниму. Вот уже достаточно, Это правда? вообще, я так не Даже ожидала от счастлива. него. Такая поддержка. Да, Так, ну мы на сегодня будем прощаться, да? давай. Я очень рада, что ты приехала. Я очень рада, что мы так все гармонично сделали. Ветер нас сметает, Вика. Шикарно. С крыши. Да, а я очень благодарна за то, что, получается, вы сделали мой день рождения. Так вот начался день. И видео, и с вами позавтракала так вкусно. И столько получила новой информации. В общем, как все совпало, интересно. Фантастически. Это поточный Египет. Египетский дзен. Запомните это. Я вот Слушайте. просто обожаю эту фразу. Мне в голову пришло несколько дней назад. Египетский дзен. А Египетский как интересно, дзен. вот в Лондон-Бридж из всех людей я подошла к вам. Ну, у тебя, видимо, чуйка. Я не Интуиция. знаю, что это. Я была впечатлена на самом деле. Так ты деликатно, так тактично подошла. Я просто предисловие. Виктория, мы с мужем Да. сидим в ресторане, полумрак, ждем стендап. Подходит девушка и очень тактично говорит, что я хочу познакомиться с вами. Вы такая интересная, я была ошеломлена. Да? Да. Обменяемся телефонами? Обменяемся. Это все произошло там за 20 секунд. Я даю телефон, ты даешь мне свой, все, увидимся, пока-пока. А потом, через пару недель, да, ты где-то написала мне, и я так подумала, я спросила, ты говоришь, чем ты занимаешься? Домохозяйка. Ой, как интересно. Я думала, слушай, ну как же интересно, ты домохозяйка в Египте, безумно интересно. Говорю, что ты хочешь услышать? И ты мне написала, я хочу услышать, очень красиво ты сказала, твое ощущение Египта искренне и от души. Вот такой был запрос от тебя. Я подумала, пару часов это все обмозговала. Ну, как я это словами передам? Думаю, как это словами вообще передать? Надо передать каким-то действием. Думаю, надо пригласить Викторию ко мне на барбекю. Все, накормить ее, чтобы она увидела, почувствовала мою жизнь. Что такое домохозяйка? Да. Вот, это про пространство, это про уют, это про безопасность внутри твоей семьи. Это огромная забота, работа, наполненная любовью.
Вот, что-то такое. Я хотела вот это передать. А если бы мы просто в кафе сидели, ну не то бы это Да, было, да, да, понимаешь? да, да. Это была бы теория. У вас все получилось. Да. Так что, может, в следующий раз в кафе посидим, Точно, точно. что-нибудь обсудим. Ну все, дорогие друзья, вы пишите комментарии, задавайте вопросы Светлане. Ну а мы там как уж нибудь соберемся и ответим. Да. Всем всего хорошего. Смотрите Викторию.